Всем привет! С вами Катерина. Добро пожаловать на канал Атмосфера уюта. Это вторая часть мастер-класса по вязаному фламинго. В этом видео свяжем клюв, пришьем глазки и вышьем брови. Начинаем вязать клюв коричневой пряжей. Оставляем кончик нитки подлиннее. Набираем 3 воздушные петли или делаем кольцо амигуруми. В первую петельку провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. В качестве маркера будем использовать хвостик вот этой нитки. И потом еще подтянем с помощью, чтобы клюв принял полукруглую форму. Перекидываем хвостик в первую петлю второго ряда, делаем прибавку. 1 и второй столбик без накида в эту же петлю. Прибавку сделали. Далее вяжем до конца ряда 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Перекидываем маркер. Также в первую петельку вяжем прибавку. 1 и второй столбик без накида в одну петлю. Далее вяжем 5 столбиков без накида подряд. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Кончик клюва уже видно. Перекидываем нитку и также начинаем с прибавки. Первый и второй столбик в одну петлю. Далее вяжем 6 столбиков без накида до конца ряда. В кругу должно получиться 8 петель. Довязали 4-й ряд, перекидываем нить. Сразу нужно немного подтягивать. Вяжем 5-й ряд, прибавка, 1 и второй столбик в одну петлю. Далее вяжем подряд 7 столбиков без накида. В кругу получится 9 петель. И 7-й. Перекидываем маркер, переходим на 6-й ряд. Вяжем прибавку, 1 и второй столбик в одну петлю. Далее провязываем 8 столбиков без накида. В кругу получится 10 петель. И 8-й. Подтягиваем нить, перекидываем. Начинаем вязать 7-й ряд. Это последний ряд в клюве коричневой пряжей. Будем переходить на белый. Также начинаем с прибавки. Далее вяжем столбиками без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7-й. У нас осталось 2 петли до конца ряда. Сделаем плавный переход, такой же, как мы делали на туловище. Отрезаем хвостик ниточки, вытягиваем. С помощью иголки с большим ушком формируем петельку.
Точно так же пропускаем одну петлю, следующую проводим иголку через обе грани петли, вытягиваем и возвращаем иглу в исходную петельку. Сразу клюв маленький, немного неудобно, не видно. Сразу внутри клюва нужно закрепить нить. Петелька сформирована. Ну вот она. Делаем внутри узелок. Нить прячем внутри. Подтягиваем еще наш маркер. Вот, клюв загнулся. Тоже нужно закрепить. Также с помощью иголки с большим ушком внутри делаем узелок. Затянули, хвостик также спрячем внутри. Вот такая деталь получилась. Переходим на белый цвет. Берем белую пряжу. Я буду начинать первую петлю с нижней части клюва. Вытягиваем первую петельку. Поднимаем воздушную петлю и вяжем 8 ряд белым цветом без изменений. В кругу у нас 11 петель. Довязали 8 ряд, переходим на 9, провязываем его без изменений. Довязываем 9 ряд и последнюю петлю выводим вовнутрь. Вытягиваем с изнаночной стороны детали. Закрепляем. Отрезаем хвостик ниточки подлиннее, чтобы пришить клюв. Наполняем клювик. Определяем место крепления клюва, прикалываем булавками, проверяем, нравится ли нам расположение. На данном этапе можно повыше чуть-чуть его поднять. И если все хорошо, пришиваем клюв к голове аккуратными мелкими стежками. После того, как клюв полностью пришит, закрепляем нить и прячем нитку внутри клюва. Обрезаем кончик. Теперь займемся глазками. Я буду использовать пришивные глазки.
черные, диаметром примерно 18 миллиметров. Сначала определяю места их крепления. При их пришивании я еще сделаю утяжку вот такую небольшую. То есть посмотрите, как вам больше нравится расположение. Вот я сделаю вот на этом уровне. Сразу отмечу места булавочками. И это у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Между 9 и 10 рядами. Потому что если вы не хотите делать утяжку, вы можете использовать безопасные глаза и вставить их в процессе вязания головы. Подойдет любая плотная нить, которая не рвется. Берем длинную иголочку, вдеваем нить и проводим сквозь голову, попадая в метки. Сразу я буду использовать, хоть нитка плотная, но я на всякий случай все равно ее в 2 раза буду использовать, в 2 сложения. И возвращаю иглу на место и вывожу примерно рядом со следующей меткой. Надеваю второй глаз. Теперь нить можно отрезать. Подтягиваем и делаем узелок. Силой затягиваем его. Вот, что получилось. Еще раз проверить на всякий случай, пока глаза не пришиты совсем. Можно для прочности клеем еще подклеить. Но я не буду. Завяжу еще пару узелков. И еще раз. Теперь вдеваем все кончики ниток в большое ушко иглы. Так, один потерялся. Вставляем туда же. Отодвигаем глаз и максимально близко к креплению вводим иглу. Выводим ее в любой точке. Обрезаем нить. Буровки я буду вышивать ниткой мулине. Определяю места бровок вот здесь и симметрично над вторым глазом проверяем симметрию. Немного сюда. Посмотрите со всех сторон. Если все хорошо, начинаем вышивать. Узелок у меня на конце нитки есть. Ввожу в любое расстояние между столбиками, чтобы узелок застрял внутри. И вывожу иглу в первую метку.
тянем. Все. Узелок остался внутри. Он теперь никуда не денется. Во вторую метку ввожу иглу. Сразу выводим иголку в область второй бровки. Теперь вводим иглу в область глаза. Я здесь под глазом незаметно хочу закрепить нить. Отодвигаю глаз и прямо под ним делаю узелок. Прячу конец нитки внутри игрушки. Обрезаю нить. Теперь свяжем корону. Я буду использовать нить персикового цвета. Нужно оставить хвостик ниточки подлиннее, сантиметров 40, для того, чтобы потом пришить корону. И набираем цепочку из 8 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и восьмая. Цепочка готова. В третью петлю от крючка, первая, вторая, третья, включительно с этой, провязываем первый столбик без накида. Далее за грань цепочки вяжем также столбики без накида. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Одна воздушная петля, разворачиваем работу, вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Поднимаем 4 воздушные петли, первая, вторая, третья, четвертая, и вяжем по грани цепочки. Также в третью петлю от крючка 1, следующую петельку второй столбик без накида и третий. Теперь провязываем столбики без накида в столбики предыдущего ряда. Разворачиваем и провязываем первый, второй и третий. 2 сектора короны готовы. Далее вяжем точно таким же образом. Воздушная петелька, разворачиваем работу, 3 столбика без накида. Первый, второй, третий, 4 воздушные петли, первая, вторая, третья, четвертая, и вяжем третий сектор до конца. Первая, второй, третий и 3 столбика без накида в основании. Первый, второй и третий. Также вяжем еще 2 сектора. Довязываем 5-й сектор короны до конца. Вот так она сейчас выглядит. И теперь нам нужно соединить ее в круг, замкнуть в кольцо. Крючок выводим из начала работы, самую крайнюю петельку, и вытягиваем рабочую петлю на эту сторону.
И соединяем корону столбиками без накида. С этой стороны цепляем за обе грани цепочки, с начальной стороны за одну грань. Провязали первый столбик без накида, следующий также за 2 грани и за одну грань, второй. И третий, второй и третий. Обрезаем нить, сразу зафиксируем ее внутри короны, чтобы не было видно. Теперь выворачиваем корону на лицевую сторону. Готово. Определяем место крепления короны на голове. Прикалываем булавочками. Смотрим, нравится ли расположение. И если все хорошо, пришиваем с помощью иголки с большим ушком. После того, как корона полностью пришита, фиксируем нить и прячем конец нитки внутри игрушки. Обрезаем нить. Голова полностью готова. В следующем видео свяжем ножки, крылья и сделаем пачку. Всем спасибо за просмотр. Поддерживайте канал лайком и подпиской. До новых встреч. Пока.